За последние несколько дней самые заветные мечты трейдеров воплотились в жизнь, ведь биткоину хватило буквально 4 дня, чтобы вырваться с локального дна в 20 тысяч и с легкостью улететь выше уровня 26 тысяч долларов, показав рост более чем на 30%. Такую картину было максимально сложно представить, особенно после того, как один за другим банкротились американские банки, а USDC потерял привязку к доллару из-за банкротства SFB, которое стало вторым в истории США. Проблема с банком SFB стала настолько масштабной, что решать ее пришлось правительству США, и даже президент Джо Байден был вынужден всеми возможными способами успокаивать вкладчиков, что их деньги находятся в полной безопасности и финансовой системе ничего не угрожает. Но все ли так хорошо, как утверждают чиновники США? Ведь падение банковского сектора, а также снижение кредитных рейтингов говорят совершенно о обратном, и есть потенциальная угроза увидеть начало нового кризиса, подобного тому, который был в 2008 году. К тому же на данный момент очень большие проблемы возникают у ФРС, потому что бороться с высокой инфляцией, когда есть угроза банковского кризиса, не так уж и просто. Следовательно, возникает вопрос, а почему на таком негативном фоне биткоин показывал рост? Неужели это просто пузырь, который лопнет при первой же коррекции? Собственно, эти вопросы мы и будем разбирать в сегодняшнем видео, поэтому перед просмотром поддержите видео лайком и смотрите его до конца, ведь вы узнаете, какое будущее ждет банковский сектор США, кто заплатит миллиарды долларов за банкротство SFB, почему у ФРС серьезные проблемы и будет ли коррекция биткоина до 20 тысяч долларов. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Сегодняшнее видео мы начнем с подведения итогов банкротства банка SFB, ведь до сих пор многие не понимают, каким образом ФРС, а также правительство США решили эту проблему и какие это повлечет за собой последствия в будущем. А это очень важно, ведь вы должны понимать, что банкротства на сотни миллиардов долларов сами по себе не рассасываются. Во-первых, в понедельник в нашем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, мы опубликовали пост касательно результатов решения ФРС, страховой FDIC, а также Министерства финансов по поводу банкротства SFB. В заявлении было указано, что финансовые регуляторы покроют все депозиты клиентов, включая даже те, которые были не застрахованы, после чего биткоин вырос до 22 тысяч. Вообще, чтобы в будущем не пропускать такие важные новости, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал. Ведь там, в отличие от YouTube, мы 24/7 на связи, поэтому подписывайтесь и получайте все самые важные новости одни из первых. Но такие серьезные проблемы не обошлись без вмешательства правительства, ведь решение покрыть все депозиты клиентов приняли только после консультации с Байденом. И когда Байден дал разрешение, на выступлении в Белом доме он сказал: «Банковская система в безопасности, ваши депозиты будут на месте, когда они вам понадобятся». Собственно, эти слова и стали катализатором роста биткоина до 24 тысяч долларов. Фондовый рынок также был полностью зеленым, но банковский сектор продолжал испытывать сильное давление, ведь инвесторы от греха подальше решили продавать акции даже самых крупных банков. По словам Байдена и других чиновников, банковская система находится в полном порядке. Но вы, наверное, спросите, а что они конкретно сделали для спасения вкладчиков банка SFB, который имел более 150 миллиардов долларов депозитов? Рассказываю. Сначала, чтобы успокоить народ, Джанет Йеллен заявила, что деньги налогоплательщиков не будут участвовать в защите вкладчиков. Выплаты будут поддерживаться денежным пулом банков США, в котором сейчас находится более 100 миллиардов долларов. Это некая заначка всех банков на черный день. А ФРС ввела новый механизм экстренного кредитования, который позволит банкам закладывать казначейские облигации в качестве залога в обмен на кредиты от Центрального банка сроком до 1 года по льготным ставкам в размере 4,39%. А это меньше тех, которые мы имеем на сегодняшний день. Интересно, что ФРС примет эти активы по первоначальной стоимости, поэтому банкам не придется продавать эти активы с убытком. Хоть Йеллен и сказала, что это не спасение SFB и налогоплательщики не понесут никаких убытков, потому что деньги поступят из активов банков, а также из страховой FDIC. Но не забываем, что фонд для пострадавших клиентов выплачивается не только банками США, а и дополнительно он поддерживается Министерством финансов и, следовательно, налогоплательщиками США. Также фонд Минфина предоставит 25 миллиардов долларов для поддержки кредитной программы ФРС. И получается итог один. За все проблемы, как всегда, платят обычные люди. А еще вы должны понимать, что программа ФРС
вернет деньги только вкладчикам, а не акционерам или инвесторам. Все точно так же, как и было в 2008 году. Похожую ситуацию с этими льготными ставками вводили 3 года назад, во время пандемии. Тогда небольшие банки столкнулись с притоком денежных средств, потому что ставки были низкими. Но когда влияние пандемии на экономику ослабло, наличные деньги превратились в кредиты. И с сентября 2021 года рост денежных средств на балансах мелких банков стал отрицательным. И учитывая размеры этих банков и нехватку наличных денег, сейчас это оказывает сильное давление, когда вкладчики начали выводить свои деньги. Поэтому в ближайшее время мы, вероятно, увидим далеко не один банк с проблемами платежеспособности. К тому же банкротство SFB привело к закрытию филиалов по всему миру, включая Великобританию, из-за чего это может затронуть до 30% британских технологических стартапов. А в попытках спасти SFB и смягчить влияние на экономику, его активы выкупил другой банк, HSBC, за, не поверите, 1 фунт стерлингов. Да, они провели эту сделку и теперь ожидают поддержку от США. Но инвесторам было достаточно услышать, что правительство все потери вкладчиков берет на себя, и рынки полетели вверх. В случае с криптой ситуация та же, ведь после того, как Circle заявила, что 3,3 миллиарда долларов будут возвращены, USDC полностью вернул паритет с долларом, а CZ сказал, что Binance конвертирует миллиард Binance USD в биткоин, эфир, BNB и другие токены, вся крипта стремительно выросла. И с того момента началось золотое время для всех трейдеров. Ведь на рынке было активное движение, которое позволяло заработать сумасшедшие проценты прибыли. И это можно продолжать делать по сегодняшний день. Но если вы не знаете как, просто воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro. Благодаря подписке Pro любой новичок, а также опытный трейдер сможет получать прибыльный анализ рынка от нашей команды аналитиков. Например, на этой неделе участники Pro заработали от 15% на движении Solana, от 25% на росте монеты Hedera, от 40% на активном пампе токена Chilis, и таким образом зарабатывать может каждый из вас. А если вы новичок, то вы получите шикарный бонус в виде бесплатного обучения на старте, чтобы с первых дней начать закрывать прибыльные сделки. Сейчас рынок продолжает свое движение, и упускать его будет фатальной ошибкой. Поэтому если ты желаешь начать зарабатывать вместе с нами, присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании. Мы будем ждать тебя именно там. Помимо положительных заявлений главы Circle, покупки Binance на миллиарды долларов, ну и шорт-сквиза, когда за пару дней было ликвидировано более полумиллиарда долларов, дополнительным фактором роста является инфляция, которая упала. По данным, индекс потребительских цен снизился до 6% по сравнению с 6,4% в январе, и это стало 8-м месяцем снижения подряд. Да, можно подумать, что Пауэлл 22 марта выйдет и без всяких вопросов скажет: ребята, инфляция падает, все идет по плану. Но в последние дни борьба ФРС с инфляцией стала более сложной. После краха SFB и других банков ФРС вмешалась, чтобы попытаться остановить более масштабные последствия. Вот только их действия также без последствий не пройдут. Несмотря на более сильное снижение, опубликованный во вторник ИПЦ показывает, что ФРС явно может потребоваться больше времени, чтобы увидеть инфляцию на уровне 2%. Сейчас ФРС в максимально сложном положении. С одной стороны, они хотят сохранить доверие к инфляции и избежать дальнейшего ускорения базового ИПЦ, а с другой, им понадобится время, чтобы изучить влияние банковских крахов на финансовые условия. И ФРС хочет свести к минимуму риски дальнейшей финансовой нестабильности. Но вопрос, получится ли у них это сделать? Во-первых, ИПЦ, который мы получили во вторник, отражает рост инфляции именно в феврале, то есть без учета всех этих событий с банками. А это значит, что когда мы получим данные по инфляции за март, есть огромные риски увидеть рост. Ведь вряд ли инфляция продолжит снижение после того, как ФРС стимулировала банки фондом в 25 миллиардов долларов. А во-вторых, мартовские ставки ФРС по факту не смогут ограничивать инфляцию так сильно, как того хочет видеть Пауэлл, из-за того, что многие банки будут работать по льготной ставке в размере 4,39%. Поэтому ребята из ФРС понимают, к чему привела их жесткая политика, и усугублять ситуацию повышением на 0,50% будет фатальной ошибкой. Ну и понятно, что цель инфляции в 2% все дальше уплывает в закат. Также крах банков привел к тому, что индекс доллара, на который активно обращают внимание инвесторы, в том числе и на крипторынке, упал. А это значит, что сейчас многим компаниям и инвесторам просто невыгодно держать наличные деньги или хранить их в облигациях, ведь их доходность также упала. Когда происходит что-то подобное, инвесторы активнее инвестируют в акции, ну и более рискованные активы, такие как биткоин, из-за чего он, собственно, и летел в последние дни. Также бытует мнение, что крипта выросла из-за нестабильности банковской системы, мол, она ненадежна и все перешли на децентрализованную крипту. Отчасти это так и есть, ведь даже акции одного из самых
надежных швейцарских банков упали на 30% буквально за один день. Этого мнения придерживается и биткоин-кит Майкл Сейлор. Вот только посмотрим, как изменится это мнение после следующей крупной просадки крипты, ведь ее цена все равно привязана к доллару и другим валютам. Но какой потенциал имеет биткоин, когда у нас на руках есть данные ИПЦ, понимание о будущей процентной ставке ФРС, а также накаленная обстановка с банками США? Мы видим, что биткоин получил сильный импульс на этой неделе, поскольку, как я говорил ранее, уровень инфляции за февраль снизился, и 14 марта биткоин вырос до пика 2023 года на уровне 26 550 долларов. Хоть и экономические факторы могут играть в пользу покупателей, некоторые сетевые и рыночные индикаторы указывают на возможную коррекцию уже в ближайшее время. Во-первых, 13 марта данные Glassnode зафиксировали самый значительный приток на бирже с мая 2022 года, а это означает, что увеличение предложения на биржах потенциально увеличивает давление со стороны продавцов. Во-вторых, движение цены биткоина на графике. Как мы видим, формируется модель расходящегося клина, который отражает повышенный уровень волатильности, а это происходит из-за того, что покупатели и продавцы толкают цену за пределы уровней поддержки и сопротивления. И вот эти развороты происходят очень быстро. Нам не удалось пробить эту модель 14 марта, и теперь мы получили сопротивление на уровне 26 700 долларов. И как показывает практика, биткоин должен скорректироваться вниз после такого активного булрана. А учитывая, что RCI находится в зоне перекупленности, его справедливая цена находится на уровне 23, если даже не 22 тысяч, из-за чего коррекция в этот диапазон вполне ожидаемая в ближайшие дни. Конечно, в самом оптимистичном случае, если цена пробьется выше вот этой верхней линии тренда, биткоин может дойти до 28 тысяч, но для того, чтобы это произошло, ему нужно иметь больше положительных факторов, которые, к сожалению, вряд ли появятся. На данный момент мы имеем колоссальные проблемы в банковской системе США, из-за чего даже авторитетное рейтинговое кредитное агентство понизило свои прогнозы по всей банковской системе США со стабильного до негативного. И они ожидают, что экономика США впадет в рецессию в конце этого года. Поэтому по мере роста процентных ставок и рецессии экономики, вполне вероятно, что все больше банков могут стать банкротами. Также не забываем про регулирование криптобирж, которое сейчас ушло на второй план, но оно никуда не пропало. Ну и конечно же максимальная неоднозначность дальнейшей работы ФРС, ведь бороться с инфляцией и при этом не вредить банкам задача не из легких. В совокупности это нам не дает уверенности в будущем росте, а указывает только на коррекцию, после которой рынку придется консолидироваться. Про коррекцию мы писали еще когда биткоин был по 26 тысяч, так что те, кто был подписан на наш телеграм-канал, вовремя открыли шорты. Поэтому тем, кто не подписан, советую подписаться, ссылка есть в описании. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и как всегда увидимся в следующем ролике. Всем пока!